Привет! Меня зовут Полина. Сегодня мы научимся ставить вопросы в русском языке. Это очень легко. Нужно только вопросительное слово и интонация. Порядок слов произвольный, никаких вспомогательных глаголов. Помните вопрос «Как дела?» «Как» – вопросительное слово. «Дела» означают занятия. Вот и выходит, что дословно мы спрашиваем «Как идут ваши дела?» Как дела? Дело – единственное число. Дела – множественное. От этого слова образуется глагол делать. Делать. Следующее важное вопросительное слово – что? Что делать? Что ты делаешь? Теперь вы можете узнать что угодно. Что это? Что это означает? Что вы хотите? Что происходит? Делать, означать, хотеть, происходить. Заметьте, в русском языке в вопросе «Как вас зовут?» используется слово «как», а не «что». Как вас зовут? Как тебя зовут? Помните разницу. Вас – формальное обращение, тебя – неформальное. Теперь представим типичную ситуацию. Вы в новом городе, и вам надо узнать, как добраться до определенного места. Для этого вам понадобится лишь одно слово – «где». И, конечно же, вопросительная интонация. Где центр? Где кафе? Где музей? Центр, кафе, музей. Английскому is в данном случае будет соответствовать глагол находится. Где находится? Где находится отель? Где находится ресторан? Где находится метро? Отель, ресторан, метро. Но помните, что вы всегда можете опустить слово «находится» и просто спросить «где?». Вы добрались до определенного места, и теперь пришло время тратить деньги. В магазине, ресторане, музее, да где угодно. Вам поможет слово «сколько». Сколько? Сколько это стоит? Сколько стоит билет? Сколько стоит проезд? Но не все измеряется деньгами. Вы также можете узнать количество. Сколько штук? Сколько билетов? Или узнать возраст. Сколько лет? Сколько тебе лет? Сколько вам лет? А теперь давайте попрактикуемся. Я задам вам вопросы, а вы попробуйте понять, о чем речь. Как дела? Что ты делаешь? Где ты? Где вы? Сколько раз ты смотришь это видео? Знаю, последний вопрос не обсуждался, но твой ответ мне интересен. Заходи на наш сайт learnbizgirls.com. Жду твоих ответов. До скорого!